Всех приветствую! Сегодня на обзоре очередной легендарный двигатель родом из СССР. В общем, это довольно-таки древний двигатель. Я уж не знаю, 70-х или 80-х годов, но я знаю точно, что он легендарный. Кстати, ребята, если есть моделисты на канале, подтвердите, либо опровергните мое мнение насчет легендарности этого движка. Этот обзор будет необычный. Здесь мы не только разберем его и запустим. Здесь еще мы сделаем небольшой тюнинг. Я его уже запускал. Но ходит такое мнение, что его нужно дорабатывать. Причем значительно дорабатывать в разных местах. Так что сейчас я разберу его, чтобы вам все здесь показать. Вот. Ну и по памяти я читал книжку, как это здесь все делается, что где нужно подточить, подшаманить. В общем, по памяти попробуем его модернизировать. Я уже снял показатели до, так сказать, модернизации. Ну и мы посмотрим, что будет после. Так, снимаем втулку винта. Вы сейчас удивитесь просто, насколько это простой движок. Это просто с ума сойти. Сзади нет ни болтов никаких, крышка на резьбе. Вот так вот она откручивается. Так, снимаю голову. Двигатель этот калильного типа. И здесь, как видите, есть свеча накаливания. В момент запуска на нее подается напряжение. 1,2 вольта. Хотя в старых советских инструкциях написано 1,5 вольта. Ну, сейчас все такие вот, скажем так, устройства для подачи напряжения имеют 1,2 вольта, потому что там такой аккумулятор. После запуска накал снимается и двигатель поддерживает обороты. Ну, то есть накал этот поддерживает горением смеси. Такой вот простой принцип действия у калильного двигателя. Снимаю голову, смотрим, что здесь. Свеча немножко потемнела, но сама нить беленькая. То есть все нормально работало. Здесь есть подкладки. У меня еще одна подкладка есть. Если мы хотим изменить степень сжатия, можно добавить. Если не хотим, оставляем все как есть. Здесь черная пара стоит, так называемая. То есть здесь чугунный поршень и стальная гильза. Вот из-за того, что поршень здесь из черного металла, получается очень тяжелая поршневая, и у двигателя большие вибрации. Оп, вот такая гильза. Поршень поднимаем. И вот такой поршенечек. Так, запомнил я, в каком он месте был. Потому что поршень буду дорабатывать. Поршень увесистый такой довольно-таки. Значит, ставим его сюда. И вынимаем коленвал. Обратите внимание, нету никаких подшипников. Видите? Оп. Вообще никаких подшипников нету. Ну, правда, здесь бронзовая втулка, подшипник скольжения. Здесь точно так же есть золотник, как и на любых двухтактных двигателях. За счет этого золотника образуются как раз таки все эти фазы газораспределения. Ну, за счет золотника и окон перепускных, впускных, выпускных, которые перекрываются поршнем. В общем, такая простая конструкция. Сколько здесь частей основных? Раз, два, три, ну, поршневая, 4, 5. Короче, как видите, деталей очень-очень мало. Одна из доработок, которую нужно сделать, это нужно было сделать проточку на коленвале. Ну, как видите, здесь она уже есть. Далее нужно было сделать вот там внутри, либо шабером, либо еще чем-то. В общем, пропил небольшой. Этот пропил должен соединять вот эту проточку с этим каналом. Ну, в общем, с вот этим каналом. И получается, когда двигатель работает, он создает разрежение и через коленвал не гонит топливо. А так, по идее, считается, что через вот это дело, через эту втулку топливо выгоняет, оно вылетает вот отсюда. Двигатель неустойчиво работает. Но я вам покажу чуть позже запуск, уже вот, ну, до доработок. Двигатель прекрасно работал. Но мне хочется проверить, сделать все эти доработки. Так что сейчас я каким-нибудь инструментом
царапаю вот там канавку аккуратненько, чтобы не было абразива. И мы поедем дальше. Спустил все детали в подвал, сейчас мы будем их тюнинговать. Заточил вот здесь что-то типа резечика такого. И буду протирать канавку. Здесь, в принципе, какая-то мега точность там или что-то такое не нужно. Здесь главное, чтобы не было выхода. Вот этот поясок, он последней ступенью герметичности здесь служит. Поэтому нужно аккуратненько проточить до него. Все делаю по книге, там так и написано было. Самое интересное, что мы можем в этом видео сравнить результат до и после. Мой тахометр довольно-таки хорошо измеряет. Там 2% погрешность всего лишь, так что опробируем. Получился канал где-то 0,25 мм глубиной. С картером вроде бы никаких телодвижений больше делать не нужно. Теперь коленвал. Вот обратите внимание на вот эту часть. Нужно сточить под вот таким углом. Это так называемое будет облегчение, чтобы было меньше вибраций. Готово. Теперь коленвал выглядит вот так. Вот этот лишний вес сточил просто на наждаке. Поэтому тут особо показывать нечего. Так, коленвал готов. Пробуем, как он сюда заходит. Ну, заходит отлично. Оп. Так. Теперь поршневая. Вот здесь рекомендуют просверлить отверстие и сделать фаски. Фаски должны быть примерно вот такие. То есть получается площадь соприкосновения с шейкой коленчатого вала здесь уменьшается. Но в общем целом должно все улучшиться. То есть здесь задерживается смазка. И в итоге все будет нормально работать. Так, только там советовалось именно там, где прилегает к коленвалу. Делаем фаску. Теперь сверлю вот здесь два отверстия. И отверстия, и вот эта фаска, они нужны для лучшей смазки шейки коленвала. Так, разбираем поршенечек, потому что дальнейшие движения будут уже связаны с его модернизацией. Главное не потерять вот эти кольца. Так, и надо мне как-то все-таки это все дело запомнить здесь, чтобы я не перепутал. Поставлю риску здесь и риску на дне поршенька. Все, выталкиваю палец. Так, он, наверное, подзакис здесь. Двигатель вообще был закисший напрочь. Есть! Поршень очень увесистый. И здесь настоятельно рекомендуют сделать вот здесь фасочку на нем. Ну, как бы на всех двигателях она есть. И сделать маленькие канавки маслоудерживающие. Вот это дело, я думаю, сделать на токарном станке. Также еще рекомендуется убрать лишний металл с юбки. Вот здесь вот. Такой жирный кусок сточить. Блин, мне это дело не нравится, но так рекомендуют. Будем делать. Обклеил вот здесь скотчем и очень нежно, ну просто очень нежно зажимаю. Потому что здесь обработка очень слабая. Ну, то есть маленькие канавки, да маленькая фаска. Тут как бы ничего такого сверхъестественного. Люди это все напильниками и надфилями делали. Ну, писали, что можно и на токарном. Получились две очень тоненькие, очень маленькие канавки. Так, теперь делаю фаску. Фаска должна быть сделана под таким довольно пологим углом. Я так понимаю, эта фаска нужна, чтобы при движении вперед поршень захватывал масло. Ну, в общем, масло под него заходило и смазывалось более качественно. Надо немножечко меньше угол, вот так.
Так. Ну, уступов нет никаких, фаска есть. Но это же еще не все. Теперь нужно сточить юбку. Очень жалко мне ее стачивать, но того требует мануал. Стачивается вся юбка. Остается лишь место под закрытие вот этого выпускного окна. Да. Так, ладно, мы сейчас тогда посмотрим, где оно здесь. В общем, вот так эта дичь выглядит. Ну и продуть компрессором не помешает. В итоге вот что мы имеем. Кстати, поршенек стал похож на современный. То есть в современных микродвигателях частенько встречается вот с такими проточками. Так, здесь я еще немного вот эту юбку облегчил на угол. Вот, ну и внутри немного выбрал, потому что, ну, все-таки мне кажется, вот здесь вот дисбаланс теперь будет, когда вперед поршень. У него вот эта тяжелая часть как бы отставать должна. Ну, посмотрим. Как-то люди ж делали и хорошо летали. То есть я считаю, что что-то должно измениться после этих доработок. То есть на стенде должно быть явно видно. Если ничего не будет видно, значит ничего и не произошло. Хотя может оно, конечно, на ресурс влияет. Еще бы хорошо палец бы облегчить как-нибудь. Здесь тоже можно на конус вот так вот, если выбрать. Но палец каленый, это сделать не так-то просто. Попробую бормашинкой немножко снять металла. Ну вот, кажется, и все. На футорке немножко сгладил угол и подполировал. Диаметр не увеличивал, потому что если увеличить диаметр, то в принципе гарантированно увеличилась бы мощность. Увеличивать, по идее, можно до вот этого диаметра. Вот. Ну, мощность эта увеличилась бы на высоких оборотах, а с большим винтом как раз таки она была бы меньше. Поэтому, чтобы ничего не менять, я здесь просто подполировал, а здесь немножечко подхудил, сделал этот штуцерок чуть-чуть потоньше в этом месте и тоже подполировал. Так что собираем все обратно и будем пробовать. Коленвал, поршенечек. Поршенечек теперь не ошибешься, потому что он вставляется все время в одно место. На улице минус 6 градусов. Тестируем двигатель Радуга 7. Подключаю накал. Фух, в общем, все понятно. Сейчас поставлю другой винт. Блин, ну жарит хорошо.
На улице вот только холодно. Руки замерзли. Еще от винта. Ух, вообще окоченели. Ну, этот винт гораздо больше для 10-кубового двигателя. Здесь, конечно, он так крутиться уже не будет. Ну, двигатель вошел в режим, то есть больше-меньше было хуже. Именно золотая середина. Оп, затягиваем, пробуем запустить. Опа. В общем, как-то так, дорогие друзья. Ну что ж, в стоке, по-моему, очень даже неплохие параметры выдал этот двигатель. Я уже подключил его в тюнинге. То есть вы можете заметить, тут и башка по-другому стоит, и штуцер я переделал, потому что здесь неудобно регулировать. Горячие газы выхлопные, ну и обжигает руку. В общем, будем пытаться запускать. На улице минус 2 градуса, немножко потеплело. Сейчас стоит небольшой винтик, ну то есть тот, что нужен для 7 кубовых. Итак, поехали. Сделал пускач, ребят, тут оно и шморгалка, и можно дрелью запускать, потому что вручную, ну, видимо, потому что нету обкатки, я не могу завести. В общем, погнали. Теперь буду заводить с большим гигантским винтом. Тяга примерно 1,6 килограмм. Ну, в общем, вы все видели, ребята. Провел я с этим двигателем целый день.
провел испытания. Надеюсь, вам эти испытания понравились. Ну, то есть видно, что двигатель прибавил в мощности, но вручную завести я его уже не смог. Ну, правда, заводится легко с помощью приспособлений. В общем, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Увидите другие испытания других двигателей. Кому был интересен тюнинг, напишите в комментариях. Возможно, я и с другими двигателями проверну нечто подобное. На этом все. Подписывайтесь на канал, поддержите канал лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.